Всем моим зрителям пламенный привет из теплой Грузии от солнечной Ани, и это мой лучезарный блог. Я представляю вашему вниманию ознакомительное видео, которое позволит вам получше узнать эту страну. Грузия – это одна из древнейших держав на территории Закавказья. Это страна, в которую можно влюбиться, но невозможно ее забыть. Она способна вызывать очень спорные, смешанные и даже противоречивые ощущения, но никого не оставляет равнодушным. Многие люди мечтают приехать отдохнуть или переехать жить в Грузию. Кто-то посещает эту страну в туристических целях, кто-то в гастрономических, кто-то в деловых, а кто-то рассматривает ее в целях иммиграции. По какой-то загадочной и таинственной причине эту страну хочется посещать снова и снова. А некоторые вовсе находят свое убежище и душевный приют именно здесь, в Грузии. Так что же такого из себя представляет эта страна? Чем она так привлекает многих иностранцев? А я вам расскажу. Добро пожаловать в Грузию, Генацвали. Родное название Грузии – Сакартвело, а на английском – Джорджия. Это слово происходит от созвучного имени святого Георгия, который является покровителем Грузии, и именно он изображен на самом гербе. Флаг и герб. Грузинский флаг является одним из самых красивейших, а на мой взгляд и вовсе самым красивым в мире. Действующий с 2004 года красно-белый флаг страны олицетворяет приверженность ее жителей главным христианским ценностям и указывает на длительный путь, который прошел народ в своем становлении. На флаге изображен один главный большой и 4 малых креста вокруг него, символизирующих Иисуса Христа и 4 евангелистов. Символическими являются и цвета грузинского флага. Белый или серебристый олицетворяет мудрость, чистоту и невинность, а красный – мужество, отвагу и справедливость. Герб представляет собой красный щит с короной, которую с двух сторон поддерживают золотые львы, а Георгий Победоносец на коне, поражающий копьем змея, символически расправляется со вселенским злом и несправедливостью. Золотая корона принадлежит роду Багратиони. Это одна из самых древних и известных царских династий Грузии. Согласно легенде, корни их рода уходят еще во времена событий, описанных в Библии. Львы тоже не являются случайными. Эти животные традиционно используются во всем мире, как олицетворение физической силы, мощи и бесстрашия. А надпись «Цала Эртубашия» – это главный девиз, который в переводе с грузинского языка означает «сила в единстве». Национальный гимн называется «Тависуплева» или «Свобода». Ссылку на него я оставлю где-нибудь внизу. Грузия – это государство, расположенное в западной части Закавказья, на восточном побережье Черного моря. Она часто рассматривается как страна на стыке Европы и Азии, занимая тем самым нейтральное положение. Иногда ее считают частью Передней Азии, а иногда относят к современной Европе. Грузия граничит с Турцией, Россией, Арменией, Азербайджаном. А территории Абхазии и Южной Осетии не управляются местным правительством и воспринимаются им как оккупированные Россией части Грузии. Площадь страны составляет 69 700 квадратных километров. Численность населения по официальной грузинской статистике составляет примерно 3,7-3,8 миллиона человек. Столицей Грузии является, конечно же, город Тбилиси. Ранее он назывался Тифлис, но об этом городе я сниму отдельное видео. Официальный язык грузинский. Часть населения владеет также и русским, но в основном это люди либо старшего поколения, либо бывшие выходцы русскоязычных, русскоговорящих стран, а вот молодое поколение больше перешло на английский. Вероисповедание. Примерно 80-85% населения этой страны занимает православное христианство. А остальные это мусульмане, католики и так далее. Денежная единица.
Бумажная валюта называется лари, а вот монеты – тетри. Кстати, в переводе с грузинского языка тетри еще означает «белый цвет». Такое совпадение. Природа и климат. Грузия – это горная страна. Она занимает хребты, ледники, колхидскую низменность. Грузия омывается Черным морем на западе. Именно поэтому климат на западе влажный субтропический, а на востоке более средиземноморский. Грузия славится своим теплом. В некоторых регионах температура может вовсе не достигать минусового показателя зимой. В столице вообще крайне редко выпадает снег. Поэтому грузинская зима больше напоминает прохладную осень. А вот лето бывает крайне жарким. В целом в Грузии климат довольно мягкий, умеренный. Именно поэтому эту страну так приятно посещать круглый год. Грузия состоит из 11-12, включая Тбилиси, так называемых регионов. У каждого региона есть свой характер, традиции, обычаи и даже типичный акцент. Музыкальные инструменты и многоголосое пение. Фольклорная музыка также является частью традиции, которая используется на свадьбах, разных мероприятиях, торжествах. Грузинское многоголосое пение внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, чем искренне гордятся грузины. А как прекрасны их церковные песнопения, которые называются галоба. Грузинские танцы. Один из важнейших символов Грузии, которые не перестают прославлять эту страну на весь мир, это грузинские танцы. В каждом регионе Грузии есть свой характерный танец. Каждый танец рассказывает свою историю, сражение за страну и свой народ, или же борьба за любовь. Грузинские танцы наглядно показывают менталитет тех времен, когда мужчины, будучи храбрецами, были готовы бороться и сражаться за свою любовь, за свою страну, за свой народ, пожертвовав своей жизнью. А вот дамы отличались целомудренностью. Именно это можно наблюдать и в национальной одежде. Мужской наряд такой мужественный и боевой, а женский – женственный и скромный. Традиционная национальная одежда. Мужчины носили длинные костюмы под названием чоха и кожаные сапоги. А женщины ходили в длинных платьях под названием каба, часто с поясом на талии. Их волосы обычно были прикрыты либо красивой вуалью, либо каким-то оригинальным головным убором, из-под которых выглядывали длинные косы. Кстати, именно эти образы до сих пор используют в грузинских танцах. Национальная кухня. Я думаю, вы со мной согласитесь, Грузия славится своей кухней, и многие иностранцы приезжают в эту страну именно в гастрономических целях, чтобы познать местную кулинарию. А вот какие блюда в Грузии самые популярные, об этом я уже расскажу в отдельном видео. У вас сразу потекут слюни. Часовой пояс, код страны плюс 995. Домен. Многие грузинские сайты, не все, но большинство, заканчиваются на G. Грузия – это горы, виноград, вино, церкви, храмы, монастыри, ну и, конечно же, застолья. А народ славится своим дружелюбием и гостеприимством. А с чем Грузия ассоциируется у вас? Бывали ли вы когда-нибудь в Грузии? Что вам понравилось в этой стране? Пишите в комментариях. Мне будет очень интересно узнать о ваших впечатлениях. Ну, я надеюсь, вам понравилось, потому что я очень старалась. Поэтому ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик и до скорой встречи. Спасибо за внимание.